Так, всем привет! Сегодня давайте посмотрим модель для сборки. Набор от фирмы Menk M3A3 US Cavalry Fighting Vehicle Bradley с системой дополнительной защиты Bradley Urban Survival Kit версии 3. Соответственно, да, китайский производитель, артикул набора SS006, в какой-то там вот динозавровой серии. До сих пор, так сказать, исследователи теряются, что означают эти серии Менга. Вот такая вот машина, собственно. Сначала немножко по прототипу, но я постараюсь совсем коротко, да, хотя, в принципе, машинка интересная. Брэдли, они существуют вообще в двух основных ветках модификации М3 и А2, сразу это надо упомянуть. Отличия между ними не то чтобы большие, так что, в принципе, в отрыве, не имеет смысла говорить об одной в отрыве от другой. То есть изначально была работана машина М2 Брэдли, соответственно, названа в честь прославленного американского генерала Амара Брэдли. Разрабатывать машину Брэдли М2 начали еще в 60-х годах, но по факту выпускать и на вооружение она поступила только в 80-х. Долгая сложная судьба у машины. Разрабатывали ее как в ответ на наличие у Советского Союза машин серии БМП и как замену устаревшим БМП типа М113. Соответственно, с разработкой связаны достаточно забавные истории, как то, например, что сложности при приеме на вооружение, когда конфликтовали различные чиновники военных ведомств, то есть кто-то там упирал за скорейшее принятие, кто-то там говорил о том, что машина недостаточно защищена, подготовлена. Это, кстати, эти забавные события даже получили свою экранизацию в американском фильме «Войны Пентагона», то есть кому интересно, можете ознакомиться. Ну а по самой машине, соответственно, в чем же, собственно, различие между М2 и М3? Да, М2 это М2. Исходная машина — это Infantry Fighting Vehicle, то есть по-русски БМП, то есть классическая машина для транспортировки десанта и огневой поддержки пехоты, соответственно. Соответственно, М3, она тоже называется Брэдли, но это так называемая Cavalry Fighting Vehicle, то есть боевая машина кавалерии, или, как у нас часто переводят, боевая разведывательная машина. То есть в американских войсках как бы вот Cavalry традиционно, как бы по традиции называют определенные бронетанковые соединения кавалерией. Машины, которые вот часто называются кавалерийскими и так далее, это обычно относится к машинам какой-то разведки, огневой поддержки, бронетехники и так далее. То есть задача М3, в отличие от М2, это разведывательная функция для бронетанковых подразделений. То есть прежде всего для поддержки танков Абрамс, основных американских боевых танков, единственных. Соответственно, то есть машина должна, грубо говоря, сопровождать бронетанковую технику, там какие-то цели отмечать, смотреть, там при необходимости, соответственно, оказывать огневую поддержку или там функции истребителя танка выполнять, если это потребуется. Но в остальном М2 и М3, они отличаются, в принципе, довольно-таки слабо. То есть, по сути, та же машина. Единственное отличие: М3, разведывательная машина, у нее нет портов для стрельбы из стрелкового оружия по бокам из десантного отделения, которые где-то здесь располагались у версии М2. И у нее, несмотря на то, что есть такой же, в принципе, почти десантный отсек, который вот располагается сзади, то в десантном отсеке есть место всего лишь для двоих десантников-разведчиков, а все остальное место в десантном отсеке занимает в основном дополнительный боекомплект для вооружения. Соответственно, вооружение — это 25-миллиметровая автоматическая пушка Бушмастер, спаренный пулемет и сдвоенные пусковые установки ТОУ. Соответственно, в данном случае одна пусковая установка. И что конкретно про этот набор можно сказать? Да, как и у М2 были различные модификации, традиционно буквой «Э» они в американской боевой технике помечаются, так и у М3 тоже были различные модификации. Вот, соответственно, модификация А3— это уже 2000-е годы, в принципе, достаточно поздняя модификация. От более ранних она отличается более продвинутым бронированием, более продвинутой, прежде всего, электронными системами, то есть системы управления огнем, наблюдения, связи, компьютеризация какая-то, интеграция, так сказать, в электронную систему управления
войсками и прочее, и прочее. Ну и помимо этого, вот эта надпись означает, что с Brusq 3 это то, что, собственно, вот мы видим на бокс-арте. Это дополнительный, так сказать, комплект бронирования для машин, для повышения выживаемости, бронированности данных машин для ведения боя в городских условиях. Собственно, так и расшифровывается эта аббревиатура. То есть Bradley Urban городской, Survival выживание, Kit условно набор. Это его третья версия, то есть, соответственно, вот дополнительная панель динамической защиты навесили. Ну, можно сказать, что Bradley изначально машины подразумевались как плавающие, да, несмотря на то, что там для их плавания, так сказать, некоторую подготовку должен был экипаж провести. Но в целом, по мере, так сказать, участия в реальных войнах, то есть война в Ираке, в заливе и так далее, где эти машины, как версии М2, так и М3 принимали участие, то в целом, в принципе, на плавающие их функции в основном как-то стали, скажем так, пренебрегать ими в угоду большей бронированности, вооруженности и так далее. Ну, еще что можно сказать конкретно про машины М3, то есть, как бы в целом есть информация, что в итоге военное ведомство США, оно больше склонилось к большему производству машин М2, именно так как машины с большим количеством десанта оказались более интересны военному ведомству, а вот в целом выпуск кавалерийских машин, разведчиков, он был сокращен, ну или эти машины переоборудовались. А в остальном, в принципе, что М2, что М3, их очертания, внешний вид, компоновка, скажем так, очень похожи. То есть двигатель находится спереди, боевое отделение посередине, экипаж 3 человека и десантное отделение, причем что М2, что и МД-3 сзади, то есть и у той машины присутствует эта парель. Единственное, что различается количество десантников и, соответственно, загрузка, скажем так, этого десантного отсека. Ну вот, собственно, что по самой машине, а сам набор разработан в 2014 году. У Менга есть две версии, соответственно, этого набора на М2-3, соответственно, та самая боевая машина пехоты, и вот который набор у нас, это, соответственно, разведывательная боевая машина. И еще также есть на М3, если не ошибаюсь, у Менга дополнительный комплект детализации интерьера. Соответственно, там двигатель, салон, боевое отделение. То есть можно дополнительно докупить и собрать интерьерную модель. Значит, 14 год, то есть набору без малого почти 10 лет плачено. Будем смотреть на коробку. Ну, как обычно, у Менга достаточно стандартные боксарты. То есть они перечисляют основные фичи набора. Тут вот они пишут про подвижную систему подвески, ходовой, рабочие траки якобы нам полагаются, значит, подвижные люки детализированные, как экипажа, так и десанта. Должна быть как бы дополнительная броня, я так понимаю, нам дается выбор, то есть, видимо, идет речь про вот этот комплект, ставить ее или не ставить. Антитанк систему ТОУ, соответственно, пусковые установки можно ставить как в разложенном, как и в сложенном виде. То есть, соответственно, вот эта установка ТОУ, она в походном режиме, если что, она как бы складывается вот сюда к башне, а в боевом режиме она приподнимается. Соответственно, это, видимо, идет речь про это. Ну, еще какие-то там элементы подвижности орудий, вооружения. Про антенны тут они нам говорят, и про то, что включено фототравление. То есть Менг, он как бы вот маркетинговую инфу помещает сразу на коробку. Что помимо этого на боковиках, значит, стандартные краски только, насколько я помню, Менг всегда дает только на AK Interactive, почти на всех своих наборах, если не на всех. Соответственно, краски, проекция машины только в пустынном камуфляже, соответственно, боковая. На других боковиках абсолютно, по-моему, та же самая проекция. И, я так понимаю, историческая справка про машину, соответственно, и какие-то, опять же, маркетинговая информация про то, что у нас содержит набор. Вот, кстати, написано, что готовая собранная модель будет 20 сантиметров в длину. Так, ну, будем заглядывать внутрь. Соответственно, коробки у Менга всегда обычно такие толстые, то есть литники там лежат свободно, не сдавлено. Что у нас в коробке? Значит, пластик в пластиковых, литники в пластиковых пакетах, их довольно-таки много. Пакеты практически либо по два, либо по одному литнику.
Значит, в отдельном пакетике у нас детали ванны и верх корпуса, и еще какой-то литничек отдельный, там потом посмотрим с какой-то деталировкой. Отдельно, в отдельном пакетике траки, на микро таких литничках, маленьких отливках. Траки вроде как бы, по крайней мере, нам обещает рабочими. Отдельно уложен литник с прозрачными деталями, насколько я понимаю, он вроде как один. Отдельно в пакетике уложены платы фототравления, не очень большие, их две вроде как дается, и листочек небольшой с декалями. Так, маркетинговая вкладка от Менго с рекламой, там конкурсами и так далее. Инструкция. Так. И в самом низу лежит у нас вкладка цветная с окраской. Так, начнем. Как обычно, с бумажной части, то есть с инструкцией. Инструкция в виде книжки у Менго довольно-таки толстая. Менго, в принципе, к инструкциям обычно подходит довольно внимательно. Что мы видим? Судя по всему, начинается он с исторической справкой. Справки, где показывают про версию М3, М3А2. Кстати, не совсем понятно, имелось ли... То есть, вроде как только М3А3 мы собираем, то есть модификации у нас не нужны. Довольно крупная историческая справка. Сейчас посмотрю, кстати, насчет русского языка. Да, Менг, в принципе, известен тем, что он даже дает перевод исторической справки и всей информации. То есть, реально много этой информации. Я думаю, гораздо больше, чем я там успел рассказать. Даже это все дается на русском. И даже про Амара Брэдли, соответственно, чье имя получила машина, даже про него короткая биографическая справка есть. Дальше идет рекламная информация про принадлежности, которые Менг выпускает, обозначение, видимо, пиктограмм, каких-то предупреждений и так далее. И к 8-й странице у нас начинается сборка. Менговские инструкции, я помню, уже как-то были у меня наборы, в плюс-минус они похожи по стилю. Начинается с ходовой, значит, я так понимаю, бандажи у нас даны отдельными деталями, сразу говорится, что их можно подкрасить, то есть бандажи можно красить отдельно. Видно, что имеются в наборе полимерные втулки для, так сказать, сохранения возможности снимать, устанавливать катки, они как на звездочке, так и на самих катки идут. Показано, что их не приклеивать, и т.д. и т.п. То есть, в принципе, по всем пояснениям есть какие-то подсказки, в том числе и на русском языке. Дальше у нас сборка балансиров, то есть все этапы подписаны. Это, кстати, очень тоже круто от Менго, что у нас помимо просто картинок есть еще и какие-то именно пояснения, что именно мы делаем. Значит, балансиры, насколько я понимаю, да, собираются отдельно, вроде частично они не вклеиваются, то есть сразу видно идет, что подготовка, видимо, к сборке подвижной подвески, частично сразу предлагает какие-то элементы покрасить. К третьему шагу появляется ванна, кормовая деталь и, соответственно, установка тех самых торсионов, я так понимаю, в режиме того, что подвеска у нас подразумевается рабочий, то есть, соответственно, судя по всему, торсионная рабочая подвеска. Вариантов Менг не дает как бы на то, что хотите или не хотите ее собирать, то есть, я так понимаю, имеется в виду, что собирать мы по умолчанию должны рабочую подвеску. То есть, видимо, уже там самим нужно будет смотреть, если она нам нужна или не нужна, что мы будем клеить. Дальше продолжается опять ванна, устанавливается звездочкой, дополнительная деталировка, серьги буксировочные, соответственно, тоже, понятное дело, они не клеются. Многие узлы прям подписаны, что именно это всегда очень прикольно, да, то есть ведущее там колесо, звезда, поддерживающие катки, опять же, все указывается, что подкрашивать заранее. В принципе, это такая стандартная тема, Менг об этом не забывает. Дополнительные предлагают установить, значит, катки, звездочки, опять что-то подкрашивать, серьги дополнительные. И переходим мы к верхней части корпуса. Начинается верхняя часть у нас с исправления перископов десантного отделения. Что забавно, то есть, я так понимаю, нам сейчас даже гляну на картинку. То есть нам предлагают, что ли, полностью срезать перископы десантного отделения, или я не совсем что-то понял, потому что вот здесь видно внутренняя часть
предлагают что-то срезать. Для варианта интерьер продолжает. Ага. То есть не совсем понятно. Это касается только лишь варианта с... Потому что вопрос на самом деле немаловажный, потому что, грубо говоря, если нас заставят срезать все перископы, то это, скажем так, довольно забавно будет выглядеть. Но судя по всему, есть такое ощущение, вообще, вот сейчас даже покажу на модели, вот 4 больших перископа, да, с прозрачкой. То есть, насколько я понимаю, на версии M3 их действительно быть, наверное, судя по всему, не должно. То есть не только порты отсутствуют, а перископы десанта. Ну, судя по всему, действительно, наверное, имеется в виду, что для версии M3, наверное, нам Менках предлагает срезать, а после того остатки будут закрыты панелями бронировки вот этой самой. То есть и дыры будут прикрыты, видимо. Ну, есть такое ощущение, что, судя по всему, так и есть. Ну, с одной стороны, срезать, конечно, такие массивные детали с корпуса вручную это неприятно. С другой стороны, сверху действительно, похоже, это все будет прикрыто панелями бронировки. То есть никаких уродливых дыр у нас в целом не останется. Но для тех, у кого будет дополнительный интерьерный какой-то набор, то есть, ну не набор, а комплект деталировки, там, возможно, будет чуть посложнее. Для тех, у кого, видимо, нет такого комплекта, то, видимо, срезать, наверное, и внутреннюю часть не понадобится. Ну ладно. То есть это, судя по всему, осталось от версии M2. Дальше нам сразу предлагают уже состыковать верх и низ корпуса, предлагают кормовую деталь приделать с какой-то мелочевкой. Начинается сборка панелей бронировки и с шансом, да, то есть, кстати, бронирование у машины комбинированное, то есть там комбинируется алюминиевая броня с стальными плитами дополнительными. Значит, шанец на эти плиты устанавливается, ну сразу, да, предлагают красить нам тут все это, как бы панели эти устанавливаться начинаются на корпус. Видно, что тут вот это все появляется. То есть, по идее, дыры от перископов на данном этапе мы должны закрыть. Они нам в версии M3 не нужны. Опять же, продолжается сборка бронировки. Кое-что, видимо, подсверливаться для нашей текущей версии нужно. Ну, вот этими буквами V, там вот X, это обозначено, я так понимаю, фототравление, то есть сетки там моторные, вот это все на воздухозабор. То есть вот такими буквами что-то гнется. То есть, ну, фототравления в наборе не то чтобы очень много, то есть не то чтобы это должно прям вызвать сильно большие трудности, но как по факту, конечно, покажет сборка. То есть вот такая вот детализация. И к 11 шагу мы начинаем подсборки по системам наблюдения, прицельное управление огнем и так далее. И тут же и люк, судя по всему, я так понимаю, это у нас люк водителя. То есть есть прозрачные детали в наборе, показывают, как установить эти перископы, внутренность люка и так далее. Ну, то есть, по идее, внутренности люка будут детализированы, и можно будет открывать его при желании. То есть, даже при отсутствии в данном наборе именно включенного интерьера. То есть, показаны вот фототравленные какие-то детальки дополнительные, что-то там согнуть и так далее. Вот эта вся деталировка устанавливается на модель. Как люк, так еще вот дополнительные детали. Тепловизор, да, вот все нам написано, что это тепловизор водителя, то есть не надо гадать, что это, действительно мы понимаем, что это тепловизор водителя. Опять же, продолжается это все на 13 шаге. Крышка моторно-трансмиссионного отделения, да, двигатель у Брэдли спереди, трансмиссия. Опять же, решетки фототравленные, кое-что красим. Панели бронировки, которые закрывают, вот, кстати, да, вот те самые дыры вместо перископов, которые у нас останутся. Что еще? Ну, какой-то мелкий дополнительный шанец, серьги и так далее. То есть, в принципе, не очень много деталей на каждом шаге у Менга приклеивается, поэтому инструкция толще, но и как бы все так, ну, нет ощущения мешанины, да, какой-то. Пояснительные какие-то схемки, опять же, решеточки, травленка немножко. Нет, это не травленка у нас, это что-то просто, ну, подкраска мелких деталей,
выхлоп у нас показан. Приятно, что каждый узел подписан, и ты помимо склеивания еще тебе не надо гадать, что именно ты склеиваешь, если ты хочешь именно узнать, собственно, что собственно, на модели, какой узел, что он реплицирует, так сказать. Верхний люк десантного отделения. Да, это у нас, кстати, вот здесь находится. Ну, между тем, кстати, у верхнего люка десантного отделения все-таки есть перископы. Только они находятся на люке непосредственно вот здесь, то есть не по бокам, да, а вот здесь. И тоже есть перископы, тоже, в принципе, внутренняя детализация, я так понимаю. Но это все оставлено от интерьерной модели. Конечно, такой огромный люк, если у нас модель не интерьерная, смысла, наверное, открывать нет, потому что будет видно, что модель пустая. Но если у вас дополнительный набор деталировки на интерьере есть, то у вас как бы появляется возможность люк прям откидывать. Видно, что люк нам оставляют возможность сделать подвижным. Соответственно, его можно будет открыть в том числе и увидеть, что у нас, собственно, в интерьере есть. Так, дальше начинается кормовая аппарель. Вот это вот. Видно, что в ней тут она из нескольких деталей. Тоже есть внутренняя деталировка, есть имитация троса. Ну, я так понимаю, чисто из пластика. То есть никаких там металлических тросов нам не дают. Что-то собирается, что-то остается подвижным, я так понимаю. Ну и что у нас в итоге по аппарели получается? То есть она у нас будет подвижной или нет? Сейчас посмотрим. Ага. Так, сейчас посмотрим внимательнее. Ну, честно говоря, судя по данной инструкции, вот этому шагу я не вижу, чтобы здесь была возможность для того, чтобы сделать... Хотя вообще нет, просто тут такие стрелочки, вроде бы не совсем понятно, но вообще нет, по-моему, нет, я вот не могу реально понять, то есть как-то не очень Менг тут показал, но судя по всему нет символа не клеить для данного элемента, да, то есть вот здесь, например, как это показано, то есть, например, где в каких-то характерных деталях, где есть у Менга надпись о том, что склеивать не нужно, вот как здесь, да, но вот здесь на узле аппарели вот этой пытаюсь понять, ну, есть вот элемент показан 19, не клеить. Но, судя по всему, да, аппарель должна быть подвижной, то есть просто не совсем понятно, то есть указывает сюда, да, и вот эти стрелки. То есть вот эти стрелки, ну, потому что они толще, да, то есть не очень понятные стрелки, то есть Менгу надо было как-то стрелочки, наверное, сделать более понятными, чтобы было видно, что они не обозначают приклеивание, но, судя по всему, да, аппарель у нас будет подвижная. Но вот эта дверь у нас подвижной не будет, соответственно, открываться не будет, а вот аппарель, судя по всему, сможем откидывать. Но, опять же, интерес именно представляет это только для тех вариантов, если у вас комплект дополнительной деталировки интерьера есть, только в этом смысле имеет смысл эту аппарель оставлять подвижной. Ну, либо просто как факт, просто чтобы она была, если она, конечно, держится на своем месте и не будет вываливаться сама по себе. Ну и помимо этого, тут же у нас на этом шаге и сборка траков. Я так понимаю, траки у нас даются, я так понимаю, на защелках, то есть никаких пальцев, полупальцев или других сложной реализации какой-то подвижности нет. То есть Винг просто предлагает нам все защелкнуть и поставить на готовую модель. Ну, такая схема подвижности траков, честно говоря, довольно подозрительная, потому что частенько так получается, что при отливке, защелке и так далее это все либо не работает, либо как-то может поломаться при сборке, либо просто развалится уже на готовой модели. Конечно, не то, чтобы эти защелки прям внушали какое-то доверие, но, как сказать, за попытку плюс. 80 траков написано с каждой стороны, это приятно, да, что нам известно, сколько именно траков нам собирать. Ну и, соответственно, вот небольшая деталировка длиннее корпуса, соответственно, брызговики, вот это все. И переходим к детализации кормы. Опять же, какие-то дополнительные ящики, стоп-сигналы. Опять же, что-то просверливаем, какая-то мелочевка. Тут все довольно понятно, просто. Устанавливается это все, соответственно, опять же на корму. И переходим, я так понимаю, к деталировке того самого комплекта повышения выживаемости машины в городских условиях, о котором была речь на коробке, дополнительного бронированного блока. Ну, нам не говорят о том, что можем ли мы его собирать или нет.
То есть вроде как бы у нас по инструкции я не увидел того, что есть какая-то однозначный намек на собирать ранние версии, ну, как сказать, разные версии. То есть Брэдли, например, без этого комплекта дополнительно бронированный, и Брэдли с. Хотя вроде бы в текстовом описании на коробке было упоминание как будто бы о том, что эту броню можно бы как будто бы и не ставить. Но, честно говоря, в инструкции прям прямых на указаний на это нет. Ну, я, наверное, бы остановился лично для варианте по инструкции, то есть собирал, наверное, вместе с комплектом, потом есть. Но, возможно, если, так сказать, немножко вклиниться в вопросы и изучить подробно, то, возможно, в принципе, можно и без комплекта собрать. Но утверждать точно не могу. Ну, вот, соответственно, из крупных деталей собирается, крепления вот эти самые. И потом, соответственно, по другой стороне показана лобовая тоже бронировка дополнительная. Появляется у нас тоже показано, опять же, как что-то подкрашивать по мелочевке нужно. Осветительные приборы. Ну, да, осветительные приборы у нас используют прозрачного пластика. Тут как бы вроде все нормально. Фары эти устанавливается дополнительная бронировка как сбоку, так и спереди на лоб. И у нас только к 27-му шагу, уже, я так понимаю, корпус у нас практически полностью собран. К 27-му шагу у нас появляется башня, детали башни. Соответственно, башня дана, я так понимаю, верхняя часть в отдельную деталь, нижняя отдельно. Предлагают подкрасить внутреннюю часть башни, но это, видимо, мне кажется, имеет, наверное, смысл только для тех вариантов, когда у нас есть интерьерный дополнительный набор. Показано, что, я так понимаю, подвижность у нас орудийной установки будет, соответственно, вроде как ничего не мешает. При этом, я так понимаю, в комплексе, наверное, со спаренным пулеметом. Тут какие-то есть мелкие травленые детали и так далее. Пластичные втулки используются по орудийной установке. Минимальная часть интерьерная показана. Вот лента подачи снарядов, снарядов, патронов, спаренный пулемет. Что-то минимально тут подкрашивается. Но вроде как по коробке нам обещали, что подвижность будет совмещенная подвижность как 25-мм пушки, так и спаренного пулемета. Значит, опять же, из прозрачного пластика перископы, все как для командира, так и для, я так понимаю, стрелка-наводчика. Дополнительная деталь погона, скажем так, кольца вот этого подбашенного отдельно у нас идет, вклеивается. Потом ставится верхняя часть на башню. Так понимаю, накрывает это все какая-то еще минимальная деталировка. И, соответственно, что-то по низу башни мы тоже начинаем детализировать. Много всяческой мелочевки. Я так понимаю, это дымовые гранатометы. Но они вроде как, насколько я понимаю, надо посмотреть. По-моему, если не ошибаюсь, в наборе должны быть какие-то альтернативные металлические дымовые гранатометы или из чего-то другого. Но чисто при первом взгляде я их не увидел, но вроде как они обозначены. То есть у нас есть вроде как опция на либо пластиковые поставить... Ну или они все пластиковые, просто различные версии, либо отстрелянные, либо не отстрелянные, либо разных каких-то модификаций. Нет, наверное, на то, что есть металлические какие-то гранатометы, это я, возможно, наврал, но мы посмотрим. Ну, в общем, по дымовым гранатометам есть альтернативы. Эластичная втулка дополнительно ставится, это, судя по всему, для последующей установки, пусковой установки ТОУ, наверное, я так понимаю, здесь у нас присутствует этот элемент эластичная втулка, причем аж, по-моему, целых одна вроде, да? Но это мы посмотрим дальше. Ну, в общем, довольно много деталировки именно по башне идет, прям порядочно. Значит, детализированные люки у нас изнутри, соответственно, при желании можно будет открывать, они подвижность сохраняют. Менка про это специально нам указывает. Дополнительный какой-то бронированный подбой на башню в конце устанавливается. Ну, то есть много детализации по башне, но в принципе все подписано, более-менее все понятно. Бронеэлементы, исправления тут какие-то дополнительные. Вот дополнительно, опять же, комплект дополнительного бронирования. Я, кстати, не уверен, относится ли она к этому дополнительному набору бронировки, или это именно уже исходно шло. В общем, много-много всего по башне детализируется.
приборы наводчика там и так далее. То есть, ну, башня, она действительно у Брэдли версии А3, как М2, так и М3, она достаточно такая сильно завешена всяким оборудованием. Помимо этого, защитный экран командира у нас тут, кстати говоря, присутствует. Я на него особо не обратил внимания, но такая вот элемент тоже характерная для достаточно новой современной американской техники. Да, вот тут бронированные стекла, судя по всему, у нас будут, которые будут ограждать, так сказать, люк командира или что-то такое. Вот видно, что это какие-то интересные элементы, то их придется сгибать. Ну, я так понимаю, это пластик все-таки, это не травление у нас. И посмотрим, насколько это вообще, из чего это реализовано, насколько это будет возможно сделать беспроблемно. Ну, вот такая вот, по факту, вот такая вот у нас получается, скажем так, стеклопакет у командира, да, то есть интересный будет. Посмотрим, как это будет реализовано на модели. Дальше продолжаются, опять же, элементы тепловизионных приборов командира. Вот тут много всего прикольного, судя по всему, даже подвижность какая-то будет сохраняться. То есть, опять же, все на втулках, много подвижных элементов, то есть эти приборы можно будет для какого-то более живого вида модели в разные стороны поворачивать. И, соответственно, вот башня у нас, как это все будет, эти подсборочки собираются по итогу. Вот так это будет выглядеть, вот это ограждение из бронированных стекол вокруг люка. Вот так вот тепловизионное, ну, точнее, не как приборное приспособление наводчика такое массивное. То есть, ну, видно, что электроники всяческой, продвинутых технологий на машине использовано много. И рядом тепловизионный прибор командира. То есть, ну, то есть, вот если посмотреть, как это бегло выглядит в конце, то есть, вот оборудованием забита, грубо говоря, вся эта маленькая башенка. То есть, это не какой-то там утилитарный ЛАВ-25 или что-то подобное. Это как бы машина уже 2000-х, там, 10-х годов, то есть, ну, электроники и всяких высоких технологий, грубо говоря, вся башня ими забита. Как подкрашивать, элементы каких-то антенных выводов, мелочевочки, заканчиваем. Ну и 38-й шаг, это сдвоенная пусковая установка ТО, соответственно, у нас используется. Видно, что, ну, как сама пусковая установка, как, видимо, судя по всему, пакеты, соответственно, ракет, ну, или как их, пеналов, я уж не знаю, как их назвать. Я, к сожалению, не помню, автоматическая ли какая-то предусмотрена у ТО перезарядка, или она делается вручную. Вот это я, к сожалению, не помню. Там как-то, по-моему, интересно у Брэдли, то есть у нее сдвоенная. При перезарядке, по-моему, вниз куда-то уходит вот эта пусковая, но я, к сожалению, не помню, сами пеналы перезаряжаются ли экипажем, да, то есть который должен их, так сказать, доставать из... Ну, скорее всего, да, потому что, грубо говоря, вот боеукладка этих ТО, она находится по факту в условном десантном отсеке, где-то вот здесь, да, и насколько я помню, при отстреле двух первых ракет там, по-моему, вручная перезарядка осуществляется, скорее всего, стрелком. Вроде бы так это работает, ну да ладно, вот эти самые пеналы, ну это сдвоенные детали, они из двух деталей, то есть не цельные, но так как они... или это... нет, это нижняя часть, это внутренняя часть. Сами эти пеналы, наоборот, вроде как цельные. Нет, вот они сдвоенные идут, но так как они ставятся внутрь пусковой, то в принципе шва этого не видеть не будет видно. Детали тут минимальное стравление присутствуют. Ну и, собственно, что еще? Да, что-то у нас тут... Точнее, нет, это не стравление, это то, что они подвижные. То есть, насколько я помню, Менк обещал, что у нас пусковая установка ТО, она будет как в боевом положении, то есть, вот как здесь поднята, так и в походном тире для перезарядки. То есть, насколько я помню, эта установка, она вот так вот складывается вниз. Соответственно, вроде как в такой вариант мы можем тоже собрать. Я, к сожалению, не помню, то ли это походное, то ли только для перезарядки нижнее положение ТО используется, но в любом случае мы
Можем сделать и так, и так. И задняя часть башни. Появляются вот эти развитые большие антенны, мелочевка, что-то дополнительное БК, я так понимаю, для пулемета или что-то такое. Подкрашиваем, то есть все показано, очень много показано, как все подкрашивают. Шагов прям много, то есть реально вот видно 42 шага, это реально 42 шага, то есть несмотря на то, что деталей на каждом шаге мало, но все равно инструкция такая довольно-таки увесистая на самом деле получилась. К 41 шагу мы завершаем, я так понимаю, сборку башни, только здесь у нас появляется ствол, но ствол у нас, я так понимаю, пластиковый, да, но в одну деталь, понятное дело. Показано, что вроде как подвижность ствола, вот даже с какой-то тягой подвижной вроде как, что-то мы тут не приклеим. Я уж не знаю, как по факту реально получится ли это подвижным собрать, несколько сложноватым, конечно, этот элемент выглядит, но они, по крайней мере, такое нам обещают. Появляется вот этот задний элемент корзины-там какой-то дополнительной бронировки. Соответственно, задней части башни устанавливается вот этот прицельный комплекс массивный. Устанавливается же, нет, он уже установлен, просто тут не совсем понятно, какая-то мелочевка, и вот, соответственно, установка ТОУ устанавливается. Вот мы помним, что здесь у нас полимерная втулка, соответственно, то есть при желании, я так понимаю, можно разные углы возвышения там по наводке какие-то менять, то есть, допустим, у нас там в кого-то мы прицелились, да, не показано, вроде как, я так понимаю, у нас ТОУ вверх-вниз должна вот эта часть быть подвижной, но, в принципе, как бы, кроме как на коробке, по-моему, или где-то еще, Менг нам не намекает, что мы можем делать, но вот эта часть вроде там не приклеилась, теоретически, я так понимаю, эту ракетную 2 пенал, эту пусковую можно будет опустить вниз. И финальный шаг, собственно, стыкуем башню и корпус. Вот и все. И в конце нам показана раскладка литников. Коих, не то чтобы мало, но не то чтобы супер много. И видно, что да, вот в чем я не ошибся здесь у нас. У нас тут из забавного, помимо того, что я перечислил, видно, что есть еще лента подачи боеприпасов. А написано, что она вроде как из резины или что-то такого. Какой-то чехол у нас вроде как еще будет, который я не заметил, честно говоря. Или какая-то металлическая трубка. 8 штук, но, судя по всему, это как раз вот металлические трубки. Это, видимо, дымовые гранатометы. Я их тоже, когда бегло смотрел пакеты, не заметил. Сейчас будем проверять, соответственно, на месте у нас они или нет. Что? И перечислены краски. Опять же, я немножко неправильно сказал ранее, что Менг дает только на АК. Нет, Менг дает все-таки не только на АК, он дает на АК краски и на серию Acrylion. Опять же, я про это упоминал, что до сих пор удивляюсь, почему Менг дает на достаточно слабо распространенная акриловая серия Ганзы. Ганза Сангрё — это краски, быстросохнущие акрилы. Я вроде как слышал информацию, что они, по-моему, даже сейчас уже и давно не выпускаются. Не знаю, почему Менг не как все дает на стандартные распространенные модельные краски C или H серию, но, видимо, какой-то в этом смысл был. Ладно, на этом у нас наконец длиннющая инструкция заканчивается. Помимо этого, по бумаге можно глянуть еще цветную вкладку. Она немножко бликует. Видно, что только на пустынный вариант окраски у нас дается, но зато с конкретными привязками. То есть на 10-й все, даже на русском языке, 6-й батальон 9-го кавалерийского полка, 1-й кавалерийской дивизии, военная база Форт Худ. Вот такая вот термин кавалерийская дивизия до сих пор в американских войсках сохраняется, хотя по факту это, скорее всего, имеется в виду бронетанковая дивизия или что-то вроде того. 14-й год, в принципе, да, как раз похоже на год выпуска самой модели. 14-й год, да, пустынная окраска, то есть под, судя по всему, ближневосточный какой-то театр. Вот видно, что, опять же, можно оценить, насколько, скажем так, забита всяческим оборудованием башня у машины уже 14 года. Вот ее, собственно, вид. И дана еще на 13 год на 4-й мотопехотной дивизии база Харрисонберг.
Ну, это, если что, кстати, не говорил об этом, машины эти, понятно, используются в сухопутных войсках США, то есть так называемой Army of United States, то есть в морской пехоте эти машины не используются, а также они вроде как, ну, конкретно эти не знаю, но вообще Брэдли используются также еще и в Национальной гвардии. Вот, две привязки. И, соответственно, ну, очень-очень простые цвета, скажем так, достаточно примитивные. По факту, буквально для базового цвета, я так понимаю, один цвет у нас используется. Вот. И, наконец, мы можем, собственно, после длиннющего обзора бумаги и сборки, мы можем перейти к непосредственно к пластику. Начнем сначала, как обычно, с ванны и крупных деталей корпуса. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Что, верхняя часть корпуса, ну, общая, собственно, в менговских наборах, что для М2, что для М3. Соответственно, ну, деталировки на ней откровенно мало, то есть вся деталировка в основном дополнительными деталями будет. Вот видим те самые перископы, которые в версии М3 нам придется точно удалять, об этом нам Менг пишет. Но так как это все прикроется дополнительной бронировкой, я думаю, это не так, чтобы сильно прям должно нас расстраивать. Решетка воздухозабора, судя по всему, погон башни. Ну, так, что-то у нас вываливается оттуда. Ну это просто элементы толкателей. Ну, кстати, вот тоже для Менга характерная деталь. Вот так вот выглядят толкатели изнутри. Вот видите, то есть остаются прям такие вот хреновины. Технологичность такая вот у Менга, она немножко отличается от других производителей. Но я так понимаю, все это нас будет беспокоило бы нас, если бы у нас был дополнительный набор детализации интерьера. То есть только в этом случае, наверное, тут нам придется заботиться вот удалением и зачисткой всей этой фигни, если где она будет видна. Но если, соответственно, интерьера у нас нет, то, в принципе, то, что внутри у нас происходит, нас не особо интересует. Вот так вот выглядит это все. Потом у нас идет, значит, ванна корпуса. Вот такая вот. Ну, детализация днища нулевая. Я смотрю, Менг не в курсе, видимо, как выглядит днище. Ой, так, фокуса не было. Днище Брэдли. Соответственно, ну, очень по минимуму деталировки на самих крупных деталях. Изнутри вот такие вот забавные элементы, судя по всему, опять же, для установки интерьера. Ванна в целом ничего не закрутила, не провалилась никуда, все нормально. Элементы под установку рабочей подвески тоже присутствуют. Но в основном весь рельеф внутри это все под интерьер. Так, помимо этого, из интересного, значит, у нас в этом же наборе присутствуют резиновые детали по факту. Литничек нам положили. Я так понимаю, привязные ремни. Не совсем понятно кого. Возможно, десанта. Вроде бы, насколько я понял, они не используются в нашем конкретном наборе. По крайней мере, без дополнительного набора интерьера. Выглядит как привязные ремни, но только 3 штучки. Возможно, ну, в принципе, в Брэдли версии М3 у них осталось 2 места для десантников-разведчиков, скажем так. Возможно, там эти ремни пригодятся, ну, либо где-то еще можно будет использовать. И какой-то еще кожух, если я не ошибаюсь, все-таки для орудия. Хотя вот, честно говоря, я по инструкции как-то не отметил про себя, где этот кожух, судя по всему, с имитацией под ткань брезент должен использоваться. Ну, наверное, самое вероятное место это орудие, если он вообще нужен. Но нам неспроста, видимо, дали этот резиновый литничек. Ну, такая вещь довольно редкая для моделей, чтобы что-то такое давали, но обычно как раз дают для всяких имитаций всяких брезентовых кожухов. Полимерные шайбы здесь же у нас лежат, они используются как для ходовой, так и для всяческих подвижных элементов вооружения и так далее. И все-таки, да, не обманул Менг, есть металлические трубки, судя по всему, для имитации именно, ну, я так понимаю, дымовых гранатометов. Они тоже в этом наборе присутствуют. Тоже довольно редкая вещь, чтобы такое что-то давали. Так, двигаемся, собственно, к обычному пластику. Так, вот такие шуршащие пакеты. Вниз у нас находится дополнительный комплект
бронирование. Ну, частично, по крайней мере. Тот самый комплект для выживаемости в городских условиях. И помимо же этого у нас здесь и кормовые детали. Детали кормовой аппарели, как двери, так и, собственно, внутренних каких-то частей, судя по всему. На ней видно какой-то такой рельефчик, похожий на антислип, но не совсем понятно, что это такое. Дверь вроде как подвижной не будет, а вот сама аппарель подвижной будет. Ну, соответственно, все достаточно стандартно по-менговски отлито, как бы все толкатели внутри. Соответственно, если толкатели, наверное, в случае интерьера, только в этом случае нас толкатели внутри будут интересовать, но я надеюсь, даже в случае интерьерной модели в целом, наверное, там может быть какими-то дополнительными деталями все это будет закрываться и не так, чтобы будет нас сильно волновать. Так, второй пакет опять тоже же, я так понимаю, в другой, кстати, упакован полиэтилен, и полиэтилен не запаян, а на скрепочках, что, в принципе, наверное, плюс. Так, что у нас? Ну тут просто бортовые развитые эти бортовые экраны под Брэдли. Уж не знаю, как они специально именно нужны под Брэдли с комплектом Буск, или могут быть и так они использоваться, не совсем понятно. Ну, как бы Менк однозначно нам инструкции не дает, можно ли собрать машину без этого комплекта. Ну, будем считать, что, наверное, нельзя, раз он прям явно об этом не написал. Ну, какие-то такие крупные детали тут же и шанец, и какие-то дополнительные панели находятся. Держатели для шанса на самих деталях. Но это, в принципе, почти везде у всех так. Редко, когда встретишь что-то другое. Ну, вот, опять же, характерные для Менга вот внутренние вот эти вот странные такие массивные оставшиеся следы от толкателей. То есть почему-то именно Менг вот эти элементы оставляет, не удаляет. То есть практически ни у кого из производителей такую, скажем так, пеньки от толкателей, скажем так, да, они практически ни у кого не встречаются. По-моему, только у Менга я такое видел. Ну, скорее всего, нам придется все-таки немножко повозиться с их удалением, потому что если их не удалить, то, возможно, это все ровно не станет. Это, конечно, не то, чтобы Менг нам, скажем так, плюс какой-то дал здесь, скорее минус. Да, ну, в остальном, как бы отлито все, ну, по-менговски вроде неплохо. Набор 2014 года, опять же, я напоминаю, уже не очень новый, но в целом я не думаю, что он как-то зная китайских современных производителей, не думаю, что за 10 лет прям он как-то сильно успели пресс-формы деградировать. Я думаю, чисто зрительно все выглядит нормально. Так, значит, тут тоже на скрепках у нас пакетик. Наверное, в этом даже определенный плюс есть, потому что в целом ты меньше рвешь пакет при раскрывании и теоретически даже можешь это все обратно упаковать, не уничтожив пакет. Но не всегда это, конечно, получается. Так, значит, опять же, деталь с кормовой частью, кормовая деталь. Такой пластик, наверное, на фоне на этом не очень хорошо виден. Ну да ладно. Значит, опять же, детали, ну это, по-моему, подбой где-то что-то над МТО. Видно, что антислип, так называемый, реализован то есть я не знаю, видно ли это на камеру, но вот рельеф присутствует на вот этом бронированном подбое, дополнительных панелях, то есть есть антислип рельеф, то есть специальное покрытие для того, чтобы не соскальзывали ноги у экипажа и десанта. Опять же, присутствует он уже прямо в пластике. Решетка. Кстати, забавно, что решетка вот с такими очень мелкими не звеньями, ну, короче, элементами решетки, она отлита не глухой. То есть это реально это не глухой пластик, как часто такого рода решетки, а это действительно как бы прутья этой решетки, они действительно отлиты как прутья, и это все отлито в один элемент. Это, конечно, очень прикольно. Я, такого рода элементов, чтобы в пластике их отливали зацело, я, честно говоря, не помню, чтобы где-то еще встречал. То есть, это прям интересно. То есть, если у нас там под всем там подразумеваются какие-то агрегаты двигателя, то даже не знаю, может, они частично даже видны бы были, если бы мы купили дополнительный набор деталировки. Может быть и нет, не знаю. Ну и вот еще элементы какие-то, возможно, брызговики. Тут что-то такое, всяческие плюс-минус крупные детали. Так, дальше опять у нас идет шуршащий пластик, уже запаянный они на скрепках.
Тут еще детали поменьше у нас идут. Что у нас здесь? Значит, видно элементы люка десантного отделения. Такой он довольно, кстати, забавный, что он такой интересной формы. То есть тут подразумевалось, видимо, так как машина разведывательная, я так понимаю, там сидеть разведчики должны, видимо, какой-то иметь интересный обзор у нас, судя по всему, из этих перископов, раз им сделали такой специальный большой люк. Соответственно, отверстие под перископы, под прозрачный пластик, все есть, все на месте. То есть элементы, опять же, с антислипа, бронировки, по-моему, лобовой детали, если не ошибаюсь, еще каких-то деталей. Тут же всячески уже начинаются ручки, поручни, держатели. Опять же, вот все крупные детали, которые именно к бронировке относятся, опять же, все с антислипом. Короба, какие-то ящички, решеточки дополнительные. Не так много деталей на каждом литнике, они довольно-таки небольшие. Мелочевка отлита вроде, по современному уровню все нормально, все прикольно. Многоразъемности я пока, кстати, вроде не встречал на литниках. Посмотрим, что будет дальше. Вот, кстати, элемент, который был... это, насколько я понимаю, то самое ограждение прозрачное люка командира, где нам говорили, что-то нам надо будет сгибать, судя по всему. Как оказалось, элемент действительно отлит просто ровно, то есть не совсем понятно, как вот этот пластик мы будем сгибать, но вроде бы он действительно вот эти элементы для сгиба, они действительно отлиты довольно тонко. Я думаю, наверное, в целом можно их согнуть, не сломав. Конечно, было бы лучше, если бы они сразу отлили нужной формы, то есть, чем вот, собственно, заставлять перекладывать, скажем так, эти проблемы на моделиста, скажем так. Ладно, посмотрим, как оно будет на сборочке у нас все. Дальше смотрим. Еще один довольно крупный литник. Так, здесь у нас тоже скрепки. Не очень неудобно, конечно, сделаны, в том плане, что приходится все равно пакет повреждать, скажем так. Ладно, в этот раз все нормально. На этом литничке у нас, я так понимаю, люк водителя у нас достаточно в одну деталь. Опять же, все с дырами. Вот тут, кстати, многоразъемность используется именно под люки. Под такой сложной формы он отлит полностью в одну деталь. Опять же, перископы, отверстия все под него есть. Так, отвалилась какая-то деталька, но это пенек от толкателя, все нормально. Это, судя по всему, вот отсюда. Он тоже весь в антислипе. Элементы крепления там, по-моему, ведущих звездочек. Маленький трос очень такой в одну деталь. Ажурный, прикольный. Я, кстати, рад, что трос в пластике. Мне больше так нравится. Какая-то защита погона башни, я так понимаю. Мелочевочка. Плюс-минус сказать нечего. Все отлито, в принципе, на том же уровне, что и предыдущие детали. Соответственно. Многоразъемность Менк использует. На сложных деталях люков видно, что многоразъемность применялась. Так. Значит, крупный литник. Я думаю, так не будем его откладывать. Он по ходовой, хотя обычно я таки смотрю в конце. Но раз уж так лежат литники, давайте посмотрим сразу литники по ходовой, значит. Опять же, два одинаковых, что логично. Можно сразу увидеть, что да, действительно, бандажи катков, пластик сделаны в отдельную деталь. То есть, теоретически, их достаточно удобно красить отдельно от самих катков. То есть, это нам должно помочь. Ленивец, так понимаю, в две детали. Тут же торсионы те самые в одну деталь. Детали, так понимаю, ведущих звездочек. Тут они в несколько деталей собираются. Амортизация или что-то там такое. Я уже точно не помню, какие-то дополнительные стойки. Поддерживающие катки вот так вот у нас выглядят. Соответственно, и сами, собственно, дорожные катки. Тоже вот с деталировкой какой-то. Вполне, в принципе, стандартно детализировано. Ничего не могу сказать. По копийности, опять же, тоже таких прям каких-то придирок не могу оформить, потому что, собственно, не то, чтобы я какой-то дикий знаток именно Брэдли и так далее, поэтому сколько там болтов на катке, там какой он формы, я уж ничего... В общем, отдельно встречающиеся бандажи на катках — это довольно редко встречающаяся, скажем так, технология, поэтому, в принципе, то, что Менк это сделал, это можно записать ему, в принципе, в плюс.
Да, литников много, в принципе, смотрим их долго, это даже еще не все. Такой вот отдельно литничек на скрепках. Смотрим, так, что у нас тут? Детали башни, я так понимаю, в основном. Так, немножко цепляется с этой биркой. Видно, что много многоразъемного литья использовано именно по башне, чтобы все эти крупные детали башни у нас отлить задцев. Ну вот опять же, как бы можно напрашиваться сравнение со звездой. Если бы звезда делала эту Брэдли, то скорее всего бы вместо вот этой вот детали мы бы увидели штук 20 маленьких вот этих, ну не 20, может быть 10 стеночек, из которых мы эту башню состыковывали бы. И вот и примерно столько же еще бы на низ башни. Но вот Менг это все делает с многоразъемностью, все это делает за одну деталь. Ну, условно за две, если всю башню считать, не сверх, там еще плюс-минус. Но в принципе даже несмотря на это, повозиться с башней нам будет где. Видно, что на башне, да, сохранены отверстия под перископы из прозрачного пластика, ну и все остальное. То есть тут много-много будет всяческой деталировки ставиться именно на башню. Изогнутая деталь тоже на задняя часть башни, там такая панель, то ли корзинка как бы, то ли как дополнительный какой-то экран. Вот видно, что он тоже сложной формы такой, и он тоже отлит благодаря многоразъемности в одну деталь, ну и много-много-много всяческой деталировки. Я в основном понимаю, что именно к башне это все и относится, то есть к прицельным там приспособлениям, тепловизоры, прибор наблюдения, то есть много-много-много всего. Но конкретно здесь вот прям много многоразъемности. И видно, что Менг пытался облегчить сборку, как он, собственно, может. Так. Еще один литник, я так понимаю, тоже в основном относится у нас к башне. Тоже на скрепках все. Забавно, кстати, что даже в таких мелочах, то есть некоторые производители не ленятся пробить все это скрепками вместо того, чтобы запаивать пакеты. То есть по итогу тебе не нужно их резать, рвать эти пакеты, а, грубо говоря, оторвать две скрепочки, и пакетик у тебя уже, собственно, открыт. Что на этом литнике? У нас, я так понимаю, подбашенное кольцо, оно, по-моему, тут, да, из двух деталей что-то такое там собирается, какой-то ящик у нас, я даже не помню, детали люков тоже с антислипом. И водители, я так понимаю, и стрелка, они тоже там с внутренней деталировкой, то есть даже при отсутствии интерьера их можно будет открывать. Также на этом литнике я вижу, по-моему, это спаренного пулемета у нас деталь вот эта, если я ничего не путаю вот здесь. Но не уверен, честно говоря, не совсем понимаю, либо это какая-то тяга. Но видно, что многоразъемность здесь никакая не использовалась, никакого отверстия в дуле здесь не присутствует. Поэтому я не очень, честно говоря, помню, пулемет это или нет. Ну да ладно, видно вот эти самые тубусы под пусковую установку ТОУ. Ну и еще всяческая мелочевочка, опять же в основном относящаяся к башне. Очень-очень много деталировки, именно которая накидывается на корпус, собственно, у нас башенки. Так. Помимо этого, значит, отдельный пакетик, который у нас в себе совмещает как пакет прозрачного пластика, так и обычного. Почему-то вот так вот решили Менг поступить, то есть упаковать прозрачку вместе с... Единственное, что да, вот эти вот выраженные бирки Менга, они мешают упаковке этого всего в пакет, это забавно, то есть вот эти торчащие, лучше бы они их просто ровными сделали, честно говоря, слишком выпендрились, по-моему, бессмысленно. Но это опять же тоже, я так понимаю, литник, касающийся башни, да, и все-таки та деталь, которая это скорее была какая-то тяга, судя по всему, вооружение у нас вроде как бы здесь. Что мы можем здесь увидеть? Так, ну деталь маски, ну не маски, а скорее как, я не знаю, будем считать маски орудия, да, вот такая вот тоже многоразъемность, большая крупная отлита с отверстием. Опять же детали каких-то люков, деталь пулемета, я так понимаю, вот это спаренный у нас вроде как бы пулемет идет, то есть никаких дополнительных пулеметов именно на самой башне у нас нет.
Тоже он, кстати, да, многоразъемность при его отливке применялась. Соответственно, даже в таком маленьком пулеметике у нас есть отверстие в стволе. Вот опять же, внимание Менга к мелочам. Само орудие я, честно говоря, на этом литнике не вижу. То ли оно где-то было на другом литнике, то ли я... Да мне даже стало, честно говоря, немного интересно, то ли я пропустил орудие F7, а это у нас H. Да, я, кажется, пропустил орудие. Орудие у нас было на литнике F. Да, это интересный элемент, поэтому я даже вернусь немножко к литнику F. Я совершенно его проморгал. Вот у нас орудие было на литнике F, да, оно отлито с многоразъемностью и с отверстием в стволе, и с отверстиями в дульном тормозе компенсаторе, то есть, в принципе, ожидаемо хорошо отлито Менгом. Это что? Это немножко, так сказать, возвращаясь назад. То есть, внимание к деталям, там, где ты их от Менга ждешь, там, в принципе, ты их и находишь. То есть, Менг в этом плане это достаточно премиумный производитель, который вот видно, что он действительно озабочен технологией. Его модели, скажем, пресс-формы под его модели сделаны явно не за 3 копейки. То есть люди действительно старались. Помимо этого, да, с многоразъемностью тут отлиты элементы дополнительных вот этих блоков бронирования. Тоже прям такой сложной формы, интересные они отлиты. Ну и всяческой мелочевочки, тяги какие-то, дополнительный какой-то бронировочный подбой. Тут всякое такое. Вот, например, тоже интересный элемент. Это как раз, по-моему, что-то типа забашенной корзинки. И в нем есть такая своего рода перфорация или что-то такое. И вот эта перфорация, что забавно, она действительно отлита прямо на детали. То есть все эти дырочки непосредственно в пластике. Ну уж не знаю, насколько эта корзина копийной толщины. Там, может быть, они не дают ее в фотоотравлении. Может, она, конечно, не такая толстая, что прямо ее в пластике показывает. Но, по крайней мере, перфорация в ней есть. Так, ладно. Не так много у нас остается, собственно, литников. Буквально смотрим. Значит, еще одни парные литники, я так понимаю, одинаковые в пакете. Они относятся у нас к чему? Они у нас относятся, я так понимаю, к установке ТОУ, судя по всему. Ну тут разные. Да, они абсолютно одинаковые. Можно смотреть один. Соответственно, тут у нас как пеналы для ТОУ присутствуют. Вот это не совсем понимаю, что за элемент. Это же не сама ракета. Вот это вот не знаю, даже, честно говоря, по инструкции я не зафиксировал, что это такое. Вряд ли же это сама ракета. Не знаю. Вот это реально не знаю. Тут же у нас присутствуют и детали дымовых, гранат или гранатометов. Совсем понятно. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, это детали сборки как раз дымовых гранатометов. Но там, по-моему, сложно. Там у нас Менг дает вариации как и на отстрелянные гранатометы, так и так далее. То есть, видимо, детали эти надо в комплексе, судя по всему, использовать с металлическими трубками, которые дает Менг. Соответственно, запасной трак здесь, еще какая-то мелочевочка. То есть, плюс-минус какая-то парная мелочевка, то есть по разным элементам машины, возможно, относящиеся, даже не знаю. Нет, скорее это общее для всех Брэдли, наверное, тут ничего такого уникального для М3 вроде как нет. Вот такой вот небольшой литничек с мелочевкой. И это все литники, которые у нас относятся к обычному непрозрачному пластику. Остается у нас что? Остается у нас траки. Я, наверное, не буду их вскрывать, чтобы это все не рассыпалось потом. То есть вот даны такие микро-литнички, скажем так. Характерно тоже, в принципе, не только Менг так делает. По 2 трака на отливке, скажем так. Можно разглядеть, что да, отлиты какие-то отверстия, какие-то условно, как это сказать, шпеньки, да, то есть на какие Менг подразумевает, что мы должны защелкнуть эти траки, как бы не склеивая, и типа у нас гусеничная лента будет рабочая. Так ли это? Проверять сейчас я не буду, честно говоря, да, это все-таки обзор, проверим это, наверное, на сборке. В остальном
Траки все отлиты зацело, то есть никакие гребни, ничего тут не вклеивать в них не надо. То есть по менгу как бы мы их должны просто отделить, зачистить и соединить на щелчке, так сказать. Посмотрим. Помимо этого, 2 пакетика с прозрачным пластиком. Один из них был отдельно, один из них лежал вместе там с другим литником. Соответственно, у нас, наверное, тоже вскрывать смысла особого не имеет. И так все видно. В принципе, тут элементы перископов, их много на данной машине. Элементы прицельных каких-то там тепловизионных приспособлений, тоже они данные из прозрачного пластика. Осветительные приборы, там стоп-сигналы и всяческое такое. То есть недостатков в прозрачном пластике нет, и он вроде нормального качества у нас. Тут Менг на этом не экономит. И еще один маленький литничек, наверное, относящийся, судя по всему, именно, наверное, к М3 модификации. Тут, наверное, у нас перископы, я так понимаю, десантного отделения, так называемого. Если можно в модификации М3 его так назвать. Вот такой вот личничек. И, собственно, что? Остается у нас маленький пакетик с травлением и декарью. Тоже, честно говоря, не хочется его... его, в принципе, можно, конечно, открыть. Давайте, ладно уж, раз он у нас всего лишь на скрепочке. Хотя скрепочку эту отделить тяжеловато. Давайте все-таки глянем. 2 платки. Нет, даже можно сказать 3 платки. Нет, 2 платки, это просто она, видимо, отделилась. Соответственно, решетки всяческие, то, что в пластике не покажешь. И так, вот это я не помню. Держатели чего-то там с чем-то, я уже, честно говоря, даже... это не травление, вот это, я так понимаю, это что-то шаблончик для окраски, что ли, какой-то дан. Это, по-моему, шаблон для окраски, насколько я понимаю. Не очень, правда, понятно. Судя по всему, траков, наверное. Хотя, если учесть, что у нас даны отдельно бандажи, то есть непонятно, зачем он нужен. Но это, по-моему, какие-то держатели чего-то там. Вот так вот. То есть, что удивительно, даже в травлении Менг немножко выпендрился и дал нам, помимо, видимо, еще и шаблон для окраски. И такая очень маленькая декалька, в принципе. Действительно, не очень много обозначений на этих машинах. Такие вот, тут и техничечка какая-то присутствует, и обозначение каких-то подразделений, то есть плюс-минус у нас все это в инструкции было. Вопросов нет. И, собственно, закончилось у нас содержимое коробки, все перебрали. Что можно сказать по итогу? Такой вот характерный 10-летний Менг, прямо скажем. Много детализации, реально много, все на месте, и прозрачный пластик, и фототравление у нас есть, и даже какие-то резиновые детали у нас есть. И у нас есть и типа рабочая ходовая, не совсем, правда, уверен, что она прям будет реально рабочей, там есть определенные сомнения, но, по крайней мере, она так заявлена. И много фототравления, то есть в отливке всякой мелочевки, то есть проявлено большое внимание, то есть обещают нам подвижное орудие, подвижные элементы электронных прицельных наблюдательных систем, там установку ТОУ нам обещают подвижный. Уже сказал, ходовую нам обещают подвижный. А если докупите комплект деталировки, собственно, интерьера, то еще и интерьер получите. Это, в принципе, ладно, это кого это интересует. Вот такой вот Менг. Если что, по цене он, в принципе, достался мне этот набор по достаточно серьезной скидке, на самом деле. То есть, и, в принципе, грех его было не взять, потому что, я считаю, комплектация, в принципе, такая, она стоила дороже, чем его цена. Уж как его сейчас можно купить, по какой цене, я не знаю, не проверял. Вот такой вот у нас Bradley M3 от Менг.